Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, второй расклад. Исполнится ли мое желание? Ваше желание, мои дорогие Водолеи. И это новый формат видео. Я назвала это видео «Трамвай желаний». Вся наша жизнь, по сути, это как одно большое путешествие. Временами мы вынуждены ускоряться, скользя по рельсам судьбы. Я верю в судьбу, но можно со мной не соглашаться. А иногда нам приходится делать паузу, остановку даже. Вот давайте вместе поразмышляем. Предположим, альтернативные варианты развития событий. И наш второй расклад будет условно состоять из двух направлений. Ваши желания и возможности. И первая карта у нас будет называться «Энергии». Насколько они будут благоприятствовать для того, чтобы вы, может быть, что-то начали и закончили, или у вас получилось осуществить ваши намерения, цели. Вообще, январь для вас, мои дорогие водолеи, очень знаковый тоже месяц. Он для всех нас. Первое событие 4 числа. Марс переходит из знака зодиака Стрелец в Козерога. И это тот Марс, который привнесет в нашу жизнь больше порядка, больше какой-то структуры, безусловно, больше определенности. Энергии, когда, наоборот, нужно что-то сделать с пользой для себя. И 21 числа Плутон входит в ваш знак, мои дорогие водолеи, и это какая-то ломка шаблона. То, что было прежде, может быть для вас слишком тягостно. Или какой-то был период жизни, когда много турбулентностей, прикладывали вы усилия, а не получалось. Или у нас не хватало решимости, может быть, в чем-то поставить точку. Вот здесь Плутон, он как раз в вашем знаке, он более способствует, знаете, нашей индивидуальности. В то время, когда верить в себя нужно, особенно вам, мои дорогие водолеи. Много сказала. Ну, давайте первую карту мы достанем. Энергии для исполнения ваших желаний, мои дорогие водолеи. Будет первая карта. И 3 желания или 3 сферы, может быть, вашей жизни, в которых вы намечаете себе какие-то дела или осуществление ваших каких-то вопросов. И возможности. Первое. К первому желанию. Второе. Ваше желание. Как видят карты. И третье, может быть, альтернативные варианты развития событий. Сбудется ли ваше желание? Давайте будем смотреть, каковы энергии. Очень благоприятная энергия. И, безусловно, это тот, который себя сделал сам. Вот это та преамбула, которая прозвучала перед тем, как мы сделали расклад. Наиболее актуальной энергии для вас, правда, в январе. Но это когда мы видим реальность такой, какая она есть. Знаете, вот энергетика этой карты очень положительная, и ее сила заключается в том, что короля Пентаклей невозможно застать врасплох. А знаете почему? Он всегда готов к тому, что люди будут менять свое мнение, первое. И второе, обстоятельства будут постоянно меняться. И вот ту цель, которую он себе поставил, ну, знаете, как заглавие своей жизни, он готов рассмотреть какие-то корректирующие мелкие планы, чтобы важное намерение его осуществилось. Он готов подстраиваться к этой ситуации, быть где-то гибким для того, чтобы как вопросы благополучия его оставались неизменными и только со знаком плюс увеличивались. Финансы то же самое. Есть возможность как будто для себя, как минимум, у кого-то буквально деньги получить, а у кого-то из вас новую стратегию заложить заработков. Вот такое тоже может быть. По этой карте это люди проходят те, которые уважают традиции. И в данном случае семейные, допустим, традиции. Или то, что принято, может быть, в вашем обществе. Вот тут все важно. Все, что стабильно, надежно для вас будет как и важно. Или вы отдадите приоритет. Может быть, вы сами откажетесь от каких-то идей, кстати, которые, ну, я бы хотела или хотела. А вот реальность, она какая-то другая. И значит, мне нужно, ну, как-то свой план подкорректировать. Вообще прекрасная энергия уверенности, энергия денег.
и стабильности в первую очередь. Давайте ваше желание. Тут как раз можно для себя много что сделать. И деньги получить. Почему нет? Туз пентаклей. А посмотрите, какой олень восхитительный. Нам показанный огромный пентакль у него как будто на рогах держится. Это может быть известие, какой-то документ, подписание документа, подписание нового контракта или какое-то важное сообщение, новость. Может быть, вы это ждете. Или какие-то деньги для вас задерживались. Но вот новое качество жизни, как будто если мы говорим про желание, вы сами находитесь в тех энергиях, которые есть на данный период времени в январе. Поэтому для вас огромные возможности. Вот давайте сообразно первой карте и возможности. Вам словно ангелы-хранители будут помогать. Помните только один момент, что возможности к нам приходят не всегда, как мы это ждем. И если мы себе задумали, что вот по моему распорядку должно быть первое, второе, третье, а тут может с третьего начаться и перескочить на пятое. Но я условно говорю. По этой карте нам о чем? Самое главное, не оборачивайся назад. Какой-то прежний период, сложный, тягостный, может быть, у кого-то мучительный, те разочарования, с которыми вы столкнулись, или какая-то история в вашей жизни, она закончилась. Может быть, вы будете... Но тут не итоги, я бы сказала, тут уже все, пороговое значение. Вы переступаете вот через этот самый порог какого-то своего жизненного этапа. И как будто высшие силы вам помогают, вы под поддержкой высших сил, и за вами наблюдают ваши ангелы-хранители. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. Начало совершенно нового периода жизни. Вот как будто так, что-то у вас меняется, какой-то стереотип, шаблон ломается. Поэтому будьте открыты миру, будьте открыты тем открывшимся возможностям. Даже, повторюсь, если поначалу это выглядит по-дурацки или нелепо, тут ваше качество жизни на повестке дня или на пороге января практически стоит дважды. Все то, что я сказала, подтверждает карта Верховного Жреца. Может быть, это и вы хотели бы провести какие-то согласования. Если меня смотрят преподаватели, да, то получить должность какую-то высокую, новую совершенно, с которой перед вами открывает как и новые возможности заработка, так и где-то власть. Все-таки Иерофант, Верховный Жрец, это власть. Когда готовы учиться чему-то новому, может быть, кто-то из вас надумает менять профессию, специальность или пойдет в обучение языкам, может быть, сфера IT, может быть, вы будете обучаться какой-то совершенно другой профессии, которая от вас потребует каких-то тоже конкретных скрупулезных навыков, такое вполне вероятно, но вы словно отстраиваете свое новое качество жизни. У кого-то могут быть церемонии, мои дорогие, может быть, как раз предложение руки и сердца, когда уже наши отношения переходят на другой уровень, и мы их оформляем де юре. Возможности, мои дорогие водолеи. Карта силы. Еще один старший аркан. Вы посмотрите, какой у вас удивительный расклад. Безусловно, обстоятельства на вас в январе будут влиять. И ведь, знаете, вам важно, может быть, вот с этой отметки января, первого месяца 2024 года, понять, что вот как я действовал раньше, ну так не пойдет. Здесь придется взаимодействовать с людьми, с обстоятельствами. Может быть, это по работе. Пусть это касается мелких вопросов, когда вы пошли какую-то бумагу согласовывать, или вы пошли узнавать какую-то информацию. Вам себя как будто нужно изменить. Вот словно превратиться в этого короля Пентаклей, продуманного такого, который не... У него много эмоций, но он умеет их держать где-то на коротком поводке. Карта сила. Лев. Это как раз прообраз нашего эго, он на цепи. Цепочка такая. Ну, она не настоящая цепь, а тем не менее, как будто прекрасная дева держит эти эмоции, сохраняет, не позволяет своему импульсу сделать для себя чего-то плохо. Это карта правильных манипуляций, мои дорогие, потому что энергии по карте сила, как у карты мага, вообще новые возможности, шикарные возможности, когда, повторюсь, словно высшие силы, Вселенная, перед вами будут открывать ровно те дороги, пути, которые для вас наиболее продуктивны. Может быть, помогать вам решить какие-то застарелые проблемы и вопросы,
но даже не так, как вы это представляли, а каким-то другим методом. Поэтому и важно, ну, допустить тот самый альтернативный вариант развития событий. Что-то может быть из области рационального, но это ведь как раз очень свойственно вам, мои дорогие водолеи. Может быть, ну, допустить хотя бы, если вы сейчас, у вас очень сложная ситуация, по разным причинам. Допустить, что вот да, иррационально иногда врывается в нашу жизнь. И важно держать руку на пульсе, как будто ухватить этот момент, ухватить, может быть, эту птицу счастья за хвост. Или воспользоваться вот той предложенной возможностью, которая у нас есть. Не думать, что еще раз что-то подобное повторится. Для вас январь уже переворачивать может, перестраивать вашу какую-то структуру жизненного быта или вашу жизненную, как, знаете, ну, тезис-план, распорядок какой-то. И у кого-то буквально это смена на работе или графика работы, или, ну, в разной сфере жизни это может совершенно проиграться. И может все начинаться как раз с известия где-то. Ну, вот такие карты. Старший аркан может проиграться в любой сфере жизни. Третье ваше желание – но чаще по королю кубков у нас идут наши близкие супруги, может быть, и для кого-то из вас, если вы человек в паре или семейный, как раз будет означать какое-то событие, которое касается вашей семьи. Может быть, вы просто бы хотели отдохнуть, мои дорогие, или уделить внимание своему партнеру. Хотя энергетика этой карты, она говорит о том, что вам придется решать вопросы отчасти, или вы уже задумали на оси отношения, финансы. Вот как отношения или взаимоотношения в социуме, в личной жизни, так и решение финансовых вопросов. Задача номер раз на январь и в каких-то новых энергиях. Кстати, король кубков, он тоже, он со всеми взаимодействует, он себе не навредит. У вас уже два короля, когда от двух и больше королей, это говорит о том, что как будто неизбежно в какие-то либо инстанции вам придется идти, что-то согласовывать или получать документы, или у вас уже на повестке дня это. Либо это может быть смена вашего социума. Это может быть, когда вам по работе придется общаться не только со своим руководителем, а руководителями других рангов. Это и смена где-то вашего статуса может произойти уже в январе. Все зависит от того, чего же вы хотите. Вот тут будет очень это важно. Поставить себе не просто какую-то иллюзию, а конкретику. Вот я хочу это осуществить. И словно расписать себе тезис-план по полочкам. Раз, два, три. Что я должен или должна сделать для себя самого. Но возможности у вас шикарные. Давайте посмотрим и возможности. Вот все, что я говорила, социумом. Будьте аккуратны. По пятерке жезлов это информационного хаоса карта. Я ее так называю, по крайней мере. Тут мы можем столкнуться, вы можете столкнуться с людьми, которые не имеют постоянного какого-то мнения. И почему, наверное, дважды для вас будет важно ваша какая-то задумка, ваша точка зрения. При всем при том, что вы гибки где-то к тем обстоятельствам или возможностям, которые складываются, но не доверять, видимо, первой услышанной новости, а так вот поразмыслить. Потому что по пятерке жезлов люди пытаются нами манипулировать, взаимодействовать с нами, нас к чему-то склонять или вынуждать, может быть, чтобы мы приняли какую-то точку зрения. А у нас по королю кубков идет энергия совершенно другая. Он вдумчиво относится ко всему, что ему предлагают. Да, он быстро, рационально просчитает. И если мы говорим про отношения, король кубков умеет как раз лавировать, быть где-то более гибким. Если нужно, по-английски уйти. Если нужно, нейтралитет скорее какой-то держать, потому что столкнуться с разными вот такими противоречивыми как людьми, так словно и энергиями, точками зрения вы можете. Может быть, так как вы себе задумали какое-то одно дело, с вами где-то будут не соглашаться, мои дорогие водолеи. Поэтому для вас и из подобной ситуации красиво, может быть, для кого-то увильнуть будет важно, а для кого-то, может быть, знаете, так в спокойной манере доказывать, объяснять, почему нужно делать именно так. Все-таки карта Иерофант у нас все равно выпала. И это как раз Иерофант 150 раз
спокойно может повторить одно и то же, пока до кого-то не дойдет. Но дружелюбно и спокойно. Вот где-то эти энергии, они вам помогают решить не просто какие-то вопросы в январе, а для себя что-то важное заложить уже на февраль, наверное. Давайте мы достанем, хотя, в принципе, все понятно. У вас удивительный расклад. Правда, что-то меняется. Но пусть нам дадут совет карты. Вот эта 5 жезлов. Вот совет карт. Что же это такое? Как, может быть, себя вести или как на это реагировать? Ну вот все то, что я сказала, по рыцарю мечей. Первое, это наш, конечно, импульс. Знаете, как эта карта называется? Второй иллюминатов. Бунтарь без причины. Вот лучше я нигде описания не увидела. И правда, это нас может словно пробрать на какой-то импульс, и нам захочется что-то доказывать. Вот только я об этом говорила. Нет, нам надо много раз, видимо, повторить. Вот взяв себя в руки так вот спокойно, доброжелательно. И тогда самые несговорчивые, пусть мы их не уговорим, мы никого не уговариваем, но у нас не будет конфронтации. Вот для вас это будет очень важно, чтобы не было дистанции конфликта. Или если вы столкнетесь вот с такими людьми, бунтарями, да, или которые нам пытаются что-то доказать, да, а могут, кстати, выдавать какой-то план или что-то такое, знаете, как видит человек, словно это истина в последней инстанции. А если мы немножко так вот раскопаем какую-то историю, да, мы увидим, что да нет, дело-то по-другому совершенно обстоит. И поэтому вовремя, может быть, не быть втянутым к решению тех вопросов, которые не имеют продолжения или которые нужны людям. Сохраняйте нейтралитет от начала до конца, мои дорогие. Людей может быть много информации, поэтому вот где-то хладнокровно продумать с пользой для себя. Вам придется как работать и с вашим социумом, с людьми, может быть, где-то и в личной жизни тоже нам могут с чем-то с нами быть не согласны. Но, значит, все равно в более дружелюбных энергиях, может быть, и стоит объяснить, чтобы быть правильно понятым. Для вас быть правильно понятым, а если вы не видите, что есть возможность договориться, видите, что сколько ни объясняй, все без толку. Кстати, по рыцарю мечей такие люди проходят. То тогда дистанция, нейтралитет. Нет смысла чего-то доказывать. Вам придется просто выбрать, каким образом действовать. Шикарный у вас вообще расклад и с новыми возможностями. Я так вижу, что тут себе как будто вот не навредить, понимаете, когда вы сталкиваетесь вот с определенной ситуацией или с подобными личностями. А сам по себе период замечательный. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.